Ну что ж, привет, друзья! Сегодня топ-5 растений для новичков, самых простых растений, которые вы можете выращивать как бонсай. И давайте приступим. Первым делом я хотел бы выделить фикусы, потому что фикусы — это в особенности ретуса, в особенности нерифолия и в особенности микрокарпа. Это растения, которые могут находиться в квартире, в домашних условиях. Они могут зимовать, в принципе, также в квартире. Это нужно всего лишь обеспечить им температуру плюс 15-плюс 20. И, конечно же, много-много солнца им нужно. Они очень выносливы к засухам, к переливам, к неправильным подстрижкам, к неправильным пересадкам, к плохим каким-то грунтам. Короче говоря, это такой как внедорожник, на котором вы сможете научиться ухаживать за растениями, в принципе, понять, как все это работает. И также еще фикусы позволят вам развивать воздушные корни, всякие прививки делать. Ну, короче говоря, это очень интересно. И у вас много всего вы сможете научиться вот от этих вот растений, да. Опять же говорю, что вот этот топ-5, да, которые я сейчас вам расскажу, это лично мое мнение, потому что, я на опыте уже решил и понял, да, для себя, что вот в такой последовательности я бы советовал новичкам заводить растения, да. Первым делом вы заводите себе фикусы, да. Второй претендент уже в этом выпуске, да, в этом топе, это, конечно же, то, что вы видите сейчас перед собой. Это все семейство вязов. Точнее, здесь это вот именно вот это растение, это Zelkova Nyria Keyaki. Скорее всего, вы сможете купить ее только в специализированных бонсай-магазинах, потому что это импортированные из Японии растения. Поэтому, скорее всего, в обычном, в простом доступе вы такое вот растение не найдете, да. Но если вы найдете, то это тоже отличный выбор, потому что вязы, в принципе, все хорошо переносят плохое качество воды. Если вы, к примеру, поливаете из крана, то у вас 100% плохое качество воды, и вязы к этому отнесутся довольно-таки неплохо. Далее, они также хорошо переносят неправильную пересадку. Я не говорю, что не вовремя, а именно неправильно, когда вы подстригаете слишком большое количество корней, к примеру. Вот. Не вовремя пересаживать я вам не советую. Вот. Также вяз будет радовать вас, вообще вязы, да, это, к примеру, Ulmus parvifolia, который вы можете найти совершенно спокойно в торговых центрах, в магазинах и так далее. Это вот обычная такая змеюка в форме S, да. Потом Ulmus minor вы тоже можете найти довольно-таки просто. Zelkova serrata вы также можете найти. Короче говоря, растений довольно-таки много. Вот это вот Zelkova Nyria Keyaki, вы можете ее найти в специализированных магазинах бонсай купить, да. В принципе, вязы, они хороши тем, что, во-первых, у вас есть такая, как смена немножко внешнего вида растений, потому что, к примеру, у фикусов они вечно зеленые, и они постоянно одинаково выглядят, потому что у них есть листья, а у вязов все-таки у них идет зимний период, да, они сбрасывают листву осенью, она желтеет у них очень красиво, весной у них почки раскрываются, и летом они стоят зеленые. Поэтому это красиво, это круто и здорово. Единственное, что вязы нужно всегда содержать вне дома. Внутри дома их содержать не нужно, они всегда должны быть на улице. Поэтому это и плюс, и минус. У тех, кого есть к примеру, открытый или крытый балкон, то это будет прямо самое идеальное место для вяза, да. Также я всегда советую для новичков посмотреть мое видео о почве, потому что у всех такой миф, не знаю откуда он идет, но что нужно использовать черную землю.
Черную землю использовать нельзя, и от нее надо избавляться как можно скорее, но соблюдая правильные сроки пересадки. Поэтому обязательно также посмотри мое видео, когда нужно пересаживать растения. Вот. Ссылочки будут в описании, в подсказках и, возможно, даже еще в закрепленном комментарии, но я точно не знаю. Так вот, это как бы второй претендент, да, вот все семейство вязов, Ульмасия, да, это все они отлично подходят для выращивания, так скажем, бонсай. Почему именно они? Потому что, как бы, ну, вяз на самом деле очень неприхотливое растение, которое вы можете использовать там как угодно, да, вы можете подрезать его как хотите, когда хотите. Пересадки он очень хорошо, в принципе, переносит. У меня на канале есть много видео, которые помогут вам вообще войти в мир бонсай, так скажем, без лишних трат, без лишних потерь ваших растений, точнее, ваши растения после просмотров моих видео там о поливе, о пересадке, о грунтах и так далее будут погибать гораздо меньше, и это увлечение, простите, будет намного более интересным для вас, да. Вот. Под номером 3 я бы хотел выделить, к примеру, шелковицу, да. Это Морус альба или Морус нигра, как хотите. Вот эти вот два растения вы можете, я думаю, купить их где угодно, потому что они, в принципе, довольно распространены по всему миру и используются также очень часто. Это также листопадное растение, поэтому ему обязательно нужна зимовка. Оно также очень хорошо переносит засуху, оно также очень хорошо, как бы, ну, терпит плохую воду, да, плохое качество воды, в которой много извести и хлора, к примеру, да. Если вот вы используете из-под крана воду, то я вам, конечно, этого, во-первых, не советую, да, лучше сменить на более качественную воду, там, фильтрованную или осмос, или дождевую воду, это было бы самое лучшее. Но если вы все-таки используете как бы из-под крана воду, то шелковица обязательно все это дело перенесет совершенно спокойно. Ну и далее, конечно же, она дает плоды. И это как бы для кого-то может быть интересным и приятным бонусом, который обязательно, ну, так скажем, шелковицу выделит для вас на первое место, да, и вы ее с радостью купите, возьмете и начнете выращивать. Единственное, что у шелковицы, так скажем, может быть минусом, это ее скорость роста. Точнее, у нее взрывная скорость роста весной, а потом как бы она глохнет. Она не растет больше. У нее там одна, максимум 2 волны роста за весь сезон. Но они довольно-таки мощные, поэтому как бы с ней особенно надо уважать время пересадки, пересаживать ее только в нужное время, в правильное, да. Очень хорошую почву иметь и правильно удобрять, чтобы, ну, как бы она могла максимально быстро и за максимальные сроки вырасти хорошо и качественно, да. Вот. Четвертый вид растений, который я бы советовал для новичков, это котонеастер. Котонеастер, в принципе, очень похож на вязы, да. Единственное, что его отличает от вязов, от семейства вязов, вот от этого, к примеру, растения, это то, что у него есть плоды, во-первых, да, маленькие ягодки такие. Для кого-то это также, кстати, будет плюсом, да. И также он отличается тем, что он растет чуть, так скажем, медленнее, но он растет на протяжении всего сезона. Вот, к примеру, у вязов рост волнами идет, да. У котонеастера он идет гораздо медленнее, но зато на протяжении всего сезона. Поэтому за весь сезон они вырастают, в принципе, одинаково. Единственное различие их роста, да, один растет быстро, там, к примеру, за месяц он вырастает, там, ну, к примеру, там, на 5-6 сантиметров, да, я говорю, к примеру, у каждого по-разному. Вот, а котонеастер вырастает на 5-6 сантиметров за все лето, к примеру. Поэтому, в принципе, они одинаковые, как растения, да. Единственное, что их отличает, это вот как раз-таки скорость роста. А так они
ну, может быть, чуть-чуть более сложные, потому что все-таки плодовые растения, они более сложные, более подвержены всяким вредителям, всяким проблемам, грибку и так далее. Поэтому это уже посложнее, и из-за этого как раз-таки он и находится на 4-м месте. Вот. И чтобы уже вас не задерживать, я перейду к 5-му месту. 5-е место — это лигуструм, да, или лигиструм, как вы хотите, или берючина он называется по-русски. Вот. Эти растения тоже очень неплохо подходят для выращивания в доме. В домашних условиях вы можете его выращивать вообще, в принципе, круглый год. Единственное, что зимовку также ему нужно делать. Примерно плюс 15, плюс 20 градусов зима у него будет отличная, и он как бы весной уже начнет вас радовать своим ростом, да. Некоторые лигуструмы, да, или лигиструмы, в зависимости от их вида, также переносят зимовку до плюс 5 градусов. Точнее, у некоторых есть интервал плюс 5 градусов плюс 20 градусов. Это для них была бы лучшая зимовка. Но это вы должны обязательно узнавать по названию, да, по названию вашего вида. Если ваш вид именно такой, который переносит хорошие низкие температуры, то вам повезло, и вы можете его даже, смотря где вы, конечно, живете, держать на улице, да. Всегда советую вам держать ваши бонсай на улице. Если это фикусы, то держите все лето, всю осень на улице, да. Если это вот вязы, то держите их все время. Если это контониастер, то держите их все время. Если это, к примеру, что я там еще сказал, лигуструм, то держите их летом и осенью. Также, если, к примеру, весна очень теплая, да, там больше 20 градусов, к примеру, то вы также их можете ставить вы можете их ставить на улицу. Почему столько информации, да, и почему она так, скажем, спрессована? Потому что, во-первых, я это все уже говорил в своих видео, которые есть на канале, вы можете их найти и посмотреть. А во-вторых, просто я не хочу задерживать вас, и из-за этого стараюсь подавать информацию как бы максимально важную и максимально коротко, динамично, да. Что ж, я думаю, что я уже назвал вот эти вот 5 видов растений, которые я считаю, что для новичка были бы самые лучшие. Все-таки я советую вам начинать, хоть и я дал вам как бы варианты выбора, да, вот из 5, я вам советую все-таки начинать с фикусов и с вязов. Если вы начнете с фикуса и с вяза, то у вас обязательно будет одно вечно зеленое растение, это фикус, да, которое будет вас радовать и учить чему-то весь год, и также у вас будет вяз, который будет учить вас временам года, понимаете, смены временам года, вы будете как бы понимать лучше со временем, как все это работает, и тогда уже как бы приступать, переходить и, да, к более таким сложным растениям, как, например, хвойные растения. Почему я, кстати говоря, хвойные растения не добавил в этот список? Потому что они реально сложные для новичка. Подстрижка, формирование новых иголок, формирование новых побегов, формирование веток, в принципе, любые все работы с корнями, пересадка, это все довольно-таки сложно, особенно если у вас уже довольно развитые растения. К примеру, вы хотите купить, к примеру, очень развитую сосну, да, как бонсай, или же просто вы нашли ее где-то, да, там, к примеру, в природе, то лучше не берите ее, потому что, ну, без опыта, без понимания вообще сезонов и без какой-то дополнительной информации вы просто загубите растение. Возможно, не сразу, но оно у вас обязательно погибнет, потому что, ну, это просто должно произойти. Сосновые, хвойные растения, они очень, так скажем, специфичные, они абсолютно не имеют ничего общего с лиственными растениями. Там абсолютно различается полив, абсолютно различаются все процессы, которые происходят там во время зимы, да, во время периода покоя, там, скажем. Нужно по определенному
формировать вот эти вот почки, снимать иголки, микири, мицуми, микаки, там вот эти вот 3 такие вот, так скажем, техники, которые используются в Японии, чтобы формировать сосны, да, и вообще хвойные бонсай. Поэтому, как бы, это дело такое. Можжевельники тоже вам не стоит брать, если вы только-только начинаете. Начните с фикуса. Он намного дешевле, он намного быстрее растет, вам будет гораздо интереснее за ним смотреть. Он даст вам возможность, к примеру, там, создавать воздушные корни, создавать разные ветки, которые будут быстро расти, да, ветвистость, маленькие листики. У меня на канале огромное количество видео про фикусы, поэтому посмотрите, и вообще, в принципе, вы поймете, о чем я говорю. Если вы только наткнулись на это видео, да, или уже немножко чуть-чуть посмотрели на моем канале какие-то видео, да, то я вам хочу сказать, что, в принципе, я никогда не советую чего-то, что не работает, что как-то не поможет вам в развитии, да, в этом вот занятии. У меня как бы единственная цель, по которой я создавал этот канал, да, это помогать людям, чтобы они вот могли развиваться в этом деле, да, чтобы они могли улучшать свои знания в занятии бонсай, и чтобы как можно меньше бонсай погибало, чтобы как можно меньше людей разочаровывалось в этом. Поэтому как бы вот советую все, так скажем, по чесноку и от самых лучших побуждений, да. Если у вас вдруг какие-то есть вопросы, извините, да, или что-то вам непонятно, обязательно напишите в комментариях, задайте мне вопрос, я всем отвечаю. Я сразу же вам отвечу, напишу, что и как делать, там, помогу, чем смогу. И если, как бы, ну, вы хотите поделиться какими-то фотографиями или найти просто единомышленников, то вы можете перейти на мой телеграм-канал, который будет в описании под видео, и просто нажимаете на ссылочку там, переходите по ссылочке, и вы уже будете в чатике, где уже больше 400 человек на самом канале и больше 250 человек сидит в чате. Поэтому, если, как бы, ну, вы зайдете, то вы обязательно найдете там людей из Израиля, из России, из Беларуси, из Украины, из Таджикистана, из Узбекистана, из Башкирии, из Казахстана, блин, изо всех стран мира, из Японии. У меня есть девочка там тоже в чатике сидит, из Англии, из Штатов есть. Короче говоря, уже собралось большое сообщество, которое будет радо пообщаться с тобой и посоветовать чему-то. Ну и также я там тоже сижу, поэтому, как бы, ну, общение в реальном времени — это очень здорово, и мне кажется, что все-таки это крутая очень тема, которая позволит тебе увлечься еще больше вот этим вот занятием. И самое главное, что сделает твою жизнь проще, да, вот уход за бонсай, все это дело, если ты особенно только-только начинаешь, то это такая тема довольно-таки темная в России, да, никто особо ее не освещает, поэтому я и занимаюсь этим делом. Так что спасибо тебе за просмотр, за то, что посмотрел все видео до конца, и пока, спасибо, удачи, увидимся.